Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша дальнейшая личная жизнь. Какие же перемены у вас будут в личной жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и продолжаем знакомиться. Напишите, какое ваше любимое женское имя. Напишите в комментариях. Итак, в каких энергиях вы сейчас пребываете? Так. Знаете, вот вы как будто стоите, вот у меня почему-то идет такая ассоциация, вот на берегу и ждете вот каких-то, знаете, вот как на берегу ждут приплытия корабля, что вот-вот приплывет какой-то корабль. Так вы ждете вот каких-то перемен в вашей жизни. Вам так хочется вот каких-то кардинальных перемен. У кого-то это появление новой женщины, у кого-то это могут быть ожидания новой работы, важного известия, да, вот еще каких-то моментов. И, конечно же, вам очень хочется новую женщину, потому что вот но опять же, это на уровне ваших мечтаний, да. Вот ваша женщина, которая была, с ней вы расстались, причем расстались очень нехорошо и некрасиво. Это мог быть и грандиозный скандал, и какие-то взаимно наговоренные гадости, колкости, оскорбления. Ну, то есть очень неприятные моменты. Даже может проигрываться у некоторых из вас до сих пор. Вот вы, вот как говорят, как вспомню, так вздрогну, да, про бывшую. Пусть вообще не появляется, как кошмарный сон. Ну, то есть, как сильно вы любили, так сильно сейчас вот, ну, я не скажу, что прям ненавидите, да. Но настолько вот очень много злости у вас, обиды на эту женщину. Вот человек, после которой вы сами себя подымали, вот подымали именно в моральном плане. Вам настолько было плохо после расставания. Это состояние, которое даже словами трудно описать. Это человек, который просто убит наповал, да, вот как говорят, живой труп просто, выгоревший изнутри. Ни эмоций, никаких ни желаний, да, ни чувств, ничего. Такой абсолютный такой штиль в душе. Это вы все прошли. У некоторых может проигрываться, что и сейчас еще идет, да, если это был свежий развод, то, может быть, некоторые сейчас находятся в таком состоянии. Личной жизни, конечно же, нет от слова совсем. Так, что еще происходит? Да, кардинальные перемены в вашей жизни произошли. Причем у вас на пороге новая любовь. Но это будет через какой-то период. Вам нужно еще быть готовым. Я не вижу, что вы до конца готовы. Да, хотеть – это все хорошо. Желать, хотеть новые отношения. Но внутренне я пока не вижу такой стопроцентной готовности. У вас обязательно будет, да, вот у нас даже 2 карты выпало. Будет любовь, это будет новая женщина, абсолютно новая. Что это будет за женщина? Скорее, это будет брюнетка, которой было тоже, я вам скажу, вот ей тоже было в жизни очень тяжело. У вас некоторые моменты вот с ней даже сходятся. Вот сходятся, причем вот когда вы будете общаться, очень много точек таких вот соприкосновений одинаковых получится. Вот с этой женщиной абсолютно у вас будет, вот знаете, такая вот ровная такая вот, ну не то чтобы идиллия, да, вот ровные отношения будут. Особенно она бережно относится к финансам. Вот у нее был такой очень непростой период в жизни. Она умеет и зарабатывать, и умеет ценить деньги. Она никак не будет сорить. Это женщина, которая очень, так знаете, очень целеустремленно вообще идет всегда по жизни к своей цели. Она очень такой целеустремленный человек. Она не будет сегодня одно говорить, завтра второе говорить, пятое, десятое. Вот она именно серьезный человек. Причем это судьбоносные перемены, это судьбоносная женщина. Вот по сравнению с бывшей,
Она, ну, даже рядом не стояла ни в каких отношениях. Если та больше себя любит, та агрессивная, та эгоистичная была, это же более мягкая, более спокойная, более такая вот, ну, рациональная, да, она будет все, она продумает, на что потратить деньги, куда вложить эти деньги, куда вложить те деньги, что про запас оставить. Но на самом деле это очень хорошее такое качество. Плюс у вас, знаете, будут с ней такие отношения, вот какая-то, ну, романтика, что ли, будет присуща. Какие-то вот поступки вы будете совершать, вот почему-то мне идет такая информация, что, ну, как в юности обычно, вот мальчишки, там, ну, 20-летние, да, вот мужчины, молодые мужчины, вот эти все романтические поступки, да, вот вам захочется делать что-то для нее такое вот из разряда романтики. Такая женщина, которая вот вам поможет, я вам скажу, она даже финансами вам поможет, если надо. Понятное дело, что человек должен быть рядом надежным, да, вот если у вас, допустим, нехватка будет денег, да, она вам пусть одолжит даже, но она поможет вам, она не будет высказывать вот такие женщины, я просто объясняю сейчас. Такие женщины, они не будут выносить мужчине мозг. Они не будут говорить, что вот я же тебе говорила, а ты такой сякой, да. Она не будет давить. Вот такого типа женщины, они очень по-умному и по-мудрому относятся к мужчинам. Это реально, это большая редкость. Такие женщины, боже, уже, что называется, за плитык языкается, да. Такие женщины, ну реально, как вот посланница небес, подарок судьбы просто. Это станет ваша новая императрица, вот новая. Хоть опять же, ну вот из расклада в расклад, все равно будут еще некоторые страхи у вас, да, вот страхи потерять эту женщину. Вот давайте, какие страхи вот все-таки уточним. У вас и ревность, вот вы император выпали. У вас будут страхи еще, что более состоятельный мужчина, более статусный может увести ее. Вот будут такие страхи. Помимо того, что вы очень ревнивый человек. Плюс страх потери, страх одиночества, присущий, да. Я не говорю, что это поголовно, да, у каждого это будет свои страхи какие-то проигрываться, может быть, еще у кого-то есть другие свои, да, как говорится, у каждого свои тараканы. Но, тем не менее, накручивать вы периодически себя будете. Вы человек вообще ревнивый, активный. Вот у вас будет такой тандем. Вы будете, знаете, вот взаимно дополнять друг друга. Вот она такая поспокойней будет, а вы такой более огненный, более живчик такой. Так, как же будут развиваться ваши отношения? Давайте еще уточним, насколько вам будет комфортно. Так, вот вы будете друг друга, вот как будто обучать друг друга, вот именно в отношениях. Я имею в виду, что вот каким-то качеством вы будете просто так ненавязчиво, но учиться. Допустим, она будет каким-то вашим качеством учиться, вот качеством характера, может быть, то, что вы умеете. Вы же будете из ее характера себе там какие-то моменты брать, да. Может быть, она более терпеливая, может быть, она более будет усердная такая, спокойная, потому что вы такой вот непоседа, да, вот энерджайзер. Вы будете учиться ее спокойствию, какому-то вот уравновешиванию вот, вообще своих эмоций даже. Причем я вам скажу, довольно часто так и бывает, что когда, ну вот как говорят, Бог сводит двух противоположных людей. Кто-то один спокойней, а второй активней. Ну, довольно часто. Понятно, что по-разному сводит. Но вот самый лучший тандем, когда по темпераменту разные двое людей. И вот смотрите, когда вы живчик такой, а женщина поспокойней. Особенно, когда мужчина вспыльчивый, то женщина вот своим спокойствием, она как бы его усмиряет, да, вот она умеет так спокойно сказать, вот эти все острые углы сгладить. Она умеет так все обернуть, что ни конфликта не будет. Вообще как-то даже мужчина спокойнее становится. Вот реально есть такие пары, которые
сами вот рассказывают, вот мужчины особенно вспыльчивые, рассказывают, что вот в этих отношениях я с этой женщиной стал более спокойным. Мне не хочется даже вот кричать, мне не хочется вспылить. То есть, понимаете, такой взаимообмен. Плюс еще смотрите, такой маленький психологический лайфхак, да, вот по поводу этих всех отношений. Смотрите, может быть, кому-то пригодится в жизни. Если вас что-то не устраивает в партнере, да, я не буду сейчас говорить уже в 101 раз, что нужно проговаривать, да, я думаю, многие, кто меня смотрит, знают, что я это постоянно говорю, всегда нужно разговаривать, проговаривать, там, кому что нравится, что не нравится, то есть, чтобы не было конфликтов. Опять же, есть еще один такой момент, когда, допустим, вот вам что-то не нравится в человеке, да, вы пытаетесь поменять себя, свое отношение к человеку, понимаете? Вот в отношениях, получается, люди такой взаимообмен идет между парами, ну, в паре между партнерами. Смотрите, к примеру, вы меняете свое поведение, автоматически через какое-то время меняет свое отношение и женщина. Это может быть любая ситуация, да? Вот смотрите, ну, я не буду говорить, что это обязательно. Это не обязательно, конечно, НЛП-техника, это не обязательно манипуляция. Но вот смотрите, к примеру, мужчина охладевает, отстраняется от женщины. Сознательно мы берем, да? Вот что-то достало, женщина чем-то обидела, да? Вы отстраняетесь. Вы не такой заботливый, вы становитесь не такой внимательный, да? Ну, типа вы обиженный. Любящая женщина, она это заметит. Даже если она была не права, она всегда это заметит. И она начнет, наоборот, как бы завоевывать вас. Да? Она начнет больше внимания вам. А что случилось? А может быть, тебе чем-то помочь? Но я говорю именно о любящих женщинах, о парах, в которых, ну, более-менее все нормально. То есть, хотите, чтобы ваш партнер поменял к вам отношение, начните меняться и сами. Мы взаимодополняемы в отношениях. Это касается абсолютно разных ситуаций. Да, это я сейчас такую примитивную, ну, как бы примитивный пример, да, привела. Далее, смотрим далее. Так, ну, знаете, вот я знаю, что вы у меня шалуны, в принципе, вы любите пошалить. Несмотря на то, что эта женщина такая вроде бы спокойная, но тем не менее пошалить, вот да, вот интим, вот эти все страсти, мордасти, она очень и очень любит. В то же время, кстати, она очень обидчивая, она очень боится обмана, она очень мечтательная, и что самое главное, эта женщина будет вам по судьбе. Это не просто какая-то проходящая для романа. Поэтому страсти у вас будут кипеть в отношениях. То есть это будут такие, знаете, вот взаимодополняемые, страстные и любовные отношения. Поэтому у кого сейчас опускаются руки, у кого уже как бы ну, нет веры, да, в будущее, кто уже не верит, что что-то будет, у вас вот очень четко выпало в раскладе женщина, которая именно по судьбе. У нас колесо фортуны выпало. Причем здесь будут и страсти, и любовь, и такое взаимодополнение, взаимопонимание, о котором очень многие люди мечтают, и которые на самом деле очень редко находят. У вас же это все будет. Главное это все не упустить, потому что ну, мы часто, знаете, вот люди бывают знакомятся, как-то сразу не оценят другого человека, а потом уже, когда теряют, начинают кусать локти. Поэтому не упустите эту женщину, она на самом деле вот такая создана, вот ну, такого типа женщины. Они созданы как раз для семейного очага, для того, чтобы создавать тепло, уют в доме и, конечно же, надежное, но хрупкое женское плечо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!